Главная трудность понимания идеи пути, сказал Гурджиев, заключается в одном обстоятельстве. Люди обычно считают, что путь, он подчеркнул это слово, начинается на том же уровне, на котором идет жизнь. Это совершенно неверно. Путь начинается на другом, значительно более высоком уровне. Как раз этого люди и не понимают, думают, что начало пути гораздо легче и проще, чем оно есть в действительности. Я попробую объяснить это следующим образом. Человек живет под властью закона случая и двух видов влияний, опять-таки управляемых случаем. Влияние первого рода — это влияния, созданные внутри жизни или самой жизнью. Таковы влияния расы, национальности, страны, климата, семьи, воспитания, общества, профессии, манер и обычаев, богатства и бедности, текущих идей и так далее. Влияние второго рода — это влияния, созданные вне этой жизни, влияние внутреннего круга, эзотерические влияния, созданные под властью других законов, хотя и на Земле. Они отличаются от предыдущих, во-первых, тем, что по своему происхождению являются сознательными. Это значит, что они созданы сознательно, сознательными людьми и для определенной цели. Влияния подобного рода обыкновенно облечены в форму религиозных систем и учений, философских систем и доктрин, произведений искусства и так далее. Они вводятся в жизнь с определенной целью и смешиваются с влияниями первого рода. Однако следует помнить, что эти влияния сознательны лишь по своему происхождению. Оказавшись в водовороте жизни, они подпадают под властью общего закона случайности и начинают действовать механически, то есть могут подействовать на какого-то определенного человека, а могут и не подействовать, могут дойти до него, а могут и не дойти. Подвергаясь изменениям и искажениям, вовремя передачи и толкования, они преобразуются во влияние первого рода, то есть как бы погружаются в эти влияния. Если мы подумаем об этом, то обнаружим, что нам нетрудно отличить влияния, созданные в жизни, от влияний, источник которых находится за ее пределами. Перечислить эти влияния, составить каталог тех и других невозможно, необходимо понять, и все зависит от этого понимания. Мы говорим о начале пути. Начало пути зависит от понимания или от способности различения между двумя видами влияний. Конечно, распределение их не одинаково. Один человек получает больше влияний, источник которых вне жизни, другой меньше, третий почти изолирован от них. Но этому помочь невозможно, это судьба. Вообще говоря, в нормальных условиях жизни условия для всех нормальных людей более или менее одинаковы. Трудность в том, чтобы разделить два вида влияний. Если, испытывая их, человек не отделяет одно от другого, то есть не видит или не чувствует между ними разницы, их воздействие на него также окажется совместным, а это значит, что они будут действовать одинаково, на одном уровне и дадут одинаковые результаты. Но если человек, воспринимая эти влияния, делает между ними различия и ставит по разные стороны влияния, которые созданы в жизни и вне жизни, тогда постепенно различать их становится все легче, и спустя некоторое время человек уже не будет смешивать их. Результаты влияний, источник которых находится за пределами жизни, собираются внутри него в одно целое. Человек помнит их вместе, чувствует вместе, они начинают формировать внутри него некоторые целые. Он не вполне сознает, что, как и почему, а если и сознает, то объясняет все неправильно. Но дело не в этом, а в том, что результаты этих влияний собираются внутри него вместе, и через некоторое время они создают в нем своего рода магнетический центр, который начинает притягивать к себе родственные влияния и таким образом растет. Если магнетический центр получает достаточно питания, если он не встречает сильного противодействия других сторон личности человека, которые выражают влияние, созданные внутри жизни, он оказывает влияние на ориентацию человека, вынуждает его сделать поворот и даже двигаться в противоположном направлении. Когда же магнетический центр разовьется и достигнет значительной силы, человек уже постигнет идею пути и начнет искать путь. Поиски пути могут занять много лет и ни к чему не привести. Это зависит от условий, от обстоятельств, от силы магнетического центра, от силы и направления нашего внутреннего тяготения, которое не интересовано в этих поисках и способно отвлечь нас как раз в тот момент, когда появилась возможность найти путь.
Если же магнетический центр работает правильно, если человек ищет по-настоящему, даже если он и не ищет активно, но правильно чувствует, он может встретить какого-то другого человека, который знает путь и связан непосредственно или еще через кого-то с центром, существующим за пределами закона случая, из которого исходят идеи, создавшие магнетический центр. Здесь опять-таки имеются многочисленные возможности, но об этом мы поговорим позднее. Давайте вообразим на мгновение, что человек, который ищет путь, встретил какого-то человека, который знает путь и готов ему помочь. Влияние этого человека на искателя проходит через магнетический центр. И вот тогда в этом пункте ищущий человек освобождается от закона случая. Именно это необходимо понять. Влияние человека, знающего путь, на человека, который путь ищет, представляет собой влияние особого рода. Оно отличается от первых двух влияний. Во-первых, тем, что оно является прямым. Во-вторых, это влияние будет сознательным. Влияние второго рода, который создают магнетический центр, сознательны по своему происхождению, однако позднее они погружаются в водоворот жизни и, смешавшись с влияниями, созданными внутри самой жизни, становятся подвержены действию закона случая. Влияния же третьего рода никогда не могут подпасть под власть закона случая. Они находятся за пределами этого закона, а потому и их действие также выходит за его пределы. Влияния второго рода распространяются через книги, философские системы, ритуалы. Влияния третьего рода распространяются непосредственно от одного человека к другому путем устной передачи. Тот момент, когда человек, ищущий путь, встречается с человеком, знающим путем, называется первым порогом или первой ступенью. С первого порога начинается лестница. Лестница находится между жизнью и путем. Человек может вступить на путь, лишь пройдя по лестнице. Человек совершает восхождение по лестнице при помощи водителя, сам подняться по лестнице не может. Путь начинается только там, где кончается лестница, то есть после последней ее ступени, на уровне гораздо более высоком, чем обычный уровень жизни. Вот почему на вопрос, с чего начинается путь, ответить невозможно. Путь начинается с чего-то совершенно не относящегося к жизни, и потому установить точку его начала нельзя. Иногда говорят, что, двигаясь по лестнице, человек ни в чем не уверен и может сомневаться во всем: в собственных силах, в правильности своего дела, в руководителе, в его знании и силах. Вместе с тем его достижения очень неустойчивы. Даже если он поднялся по лестнице достаточно высоко, он в любой момент может упасть, и ему придется начинать с самого начала. Но когда он перешагнул последнюю ступень и вступил на путь, все меняется. Во-первых, исчезают все сомнения в руководителе, которые могли существовать. Вместе с тем сам руководитель становится для него гораздо менее необходим, нежели раньше. Во многих отношениях он всегда обретает независимость и знает, куда идет. Во-вторых, он уже не может так просто утратить плоды своей работы, не окажется вновь в подчинении обыденной жизни. Даже если он оставит путь, он не сможет вернуться туда, откуда начал свое движение. Вот почти и все, что можно сказать о лестнице и пути, потому что пути есть разные, об этом мы говорили раньше. Например, на четвертом пути существуют условия, которых нет на других путях. Так, на четвертом пути, в силу особых условий восхождения по лестнице, человек не в состоянии подняться на более высокую ступень, пока не поставит на свою ступень другого человека. Таким образом, чем выше человек поднимается, тем более он зависит от тех, кто следует за ним. Если они останавливается и он. Сходная обстановка может возникнуть и на пути. Человек может чего-то достичь, например, каких-то особых сил, но позднее ему придется пожертвовать этими силами, чтобы поднять до своего уровня других людей. И если люди, с которыми он работает, поднимутся до его уровня, он получит обратно все, что пожертвовал. А если не поднимутся, он может все утратить. Отношение учителя к эзотерическому центру также различно, а именно он может знать о нем больше или меньше, может знать точно, где находится этот центр, какое знание и какую помощь получали или получают оттуда, или же ничего этого не знать, а знать только человека, от которого сам получил знания. Люди в большинстве своем как раз и начинают с этого пункта, когда им известна только одна ступень выше их уровня, и только по мере собственного развития они начинают видеть дальше и узнавать, откуда пришло то, что они знают.